Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы поговорим на злободневную тему, с которой вы встречаетесь в жизни каждый день и по много раз на дню. О страхе рядом со значимыми людьми. Рядом с какими-то людьми мы себя чувствуем достаточно расслабленно, у нас не возникает волнения, мы не ощущаем скованности. А рядом с другими мы начинаем себя вести неадекватно. У нас перехватывает дыхание, голова наполняется туманом, путаются мысли, слова, и мы кажемся себе какими-то глупыми, какими-то нелепыми. И именно эти люди, именно вот эти значимые из этого названия. И сегодня мы попробуем разобраться, по какому принципу мы назначаем людей значимыми и каким образом нам избежать включения этого режима, такого отупения рядом со значимыми людьми. Тот, кто давно смотрит мой YouTube-канал, уже, думаю, догадался, что здесь главное страх. Но как он возникает и по какому принципу человек назначается значимым. Чтобы войти в эту тему, нам надо сейчас сделать шаг в сторону, а потом мы постепенно приблизимся к объекту нашего сегодняшнего исследования. Итак, дамы и господа. Вот на этом рисуночке, видите, это такой зеленый силуэт. Давайте условно назовем его скафандр. Многие из вас, когда я называю ложное скафандром, клеткой, в которой я нахожусь, стеклянной банкой, из которой я не могу выйти, тюрьмой, я понимаю, что я в заперти. Когда вот я такое говорю, вы понимаете, о чем я. То есть вы интуитивно ощущаете, что есть что-то, что вас сдерживает, что вас сковывает. И этот скафандр – это и есть ложное я. То есть оно соткано из инструкций, и оно когда-то было создано для выживания рядом со значимыми взрослыми. Важно понять, что ложное я, вот этот скафандр с инструкциями, он есть у каждого из нас. Нету людей, у которых его нет. Он нам когда-то заменял мышление. Мы брали тех людей, от которых зависела наша жизнь, получение благ, там, бабушки, дедушки, учителя, воспитательницы и так далее, и собирали такой образ, сшитый из лоскутков, Франкенштейн, который был носителем отражения этих взрослых. Но отражение этих взрослых было не реалистичное, а как ребенок 5-летний рисует маму, такие немного как и маляки. И вот мы детьми отпечатали у себя образы значимых взрослых, и мы как будто в голове все время сверяемся. А если я сделаю так, что будет? А если я сделаю так, что будет? А вот так правильно себя вести? А вот так я буду хорошим мальчиком? А вот так на меня не накричат? А вот так меня не отвергнут? То есть это постоянная сверка сложным образом. И это заменяет ребенку мышление. Он еще не может мыслить причинно-следственными связями, не может стратегически планировать. И поэтому мышление ребенка, оно не состоит из формирования решения в текущем моменте. Ребенок все время сверяется с той инструкцией, которой он руководствуется вместо мышления. Не все люди в 7 лет делают шаг в мышление. Многие остаются жить с инструкцией. Даже те, кто шагнул в мышление, уже не руководствуются инструкциями, а принимают оригинальные решения в текущем моменте в зависимости от всех обстоятельств, могут скатиться опять в поведение ребенка, который сверяется с инструкцией. Для этого достаточно стресса, болезни, усталости, не выспался или же попадание в аналогичные отношения, аналогичные тому, что было в детстве. Итак, у нас с вами есть скафандр. Это ложное я, состоящее из инструкций по выживанию. Мы с вами уже говорили в предыдущих видео про точки безусловного счастья – это то, что я хочу, и точки безусловного ужаса – это то, чего я боюсь. То есть ложное я, оно говорит, как себе надо вести, чтобы получить желаемое, как себе не надо вести, чтобы не получать желаемое. И эти инструкции не имеют никакого отношения к текущей ситуации. То есть, если я сойду на рельсы ложного я, то я начинаю себя вести как робот.
с программой. То есть у меня есть какой-то сценарий, я начинаю его воплощать. И, например, если ребенком, когда я веселила своих родителей, они относились ко мне лучше и давали больше желаемое, то взрослый рядом с человеком, которого я назначу значимым, я тоже себя начну вести как петрушка, веселить его. Надо это этому человеку, уместно ли это в этой ситуации, энергозатратно ли это для меня. Мне эти вопросы не будут волновать. Я буду вести себя как робот, выполняющий какую-то программу. Робот с вложенными в него инструкциями. Итак, мы разобрали, что такое скафандр. И мы разобрались, что с нами происходит рядом со значимыми людьми. Мы переходим в режим ребенка. Мы начинаем действовать по какой-то странной детской инструкции. Разбираться, что в этой инструкции, можно, конечно, заморочиться, закопаться и долго-долго там блуждать по этим коридорам, выясняя, какое уж у меня ложное я. Но это не даст вам возможности вести себя по-другому. Итак, теперь разберемся, кого мы назначаем значимым. Вот я общаюсь с другим человеком. И почему-то я назначаю его значимым. Значимым я назначу того, кого я хочу охмурить, который мне для чего-то нужен. То есть я собираюсь с помощью него что-то получить. Чем же это отличается от сотрудничества двух взрослых людей? Давайте разберем на самом-самом простом примере. Мои любимые люди для примеров – это продавцы, официанты, таксисты и курьеры. С ними просто, мы с ними встречаемся на момент и легко разобрать этот маленький кейс. Я прихожу в магазин и говорю продавцу: дайте мне, пожалуйста, не знаю, сыр козий. Люблю его со сладким чаем. Дайте мне, пожалуйста, кусочек козьего сыра. Для моего контакта с продавцом мне надо достаточная доброжелательность, потому что продавец хочет продать сыр, я хочу купить сыр, мы с ним обмениваемся. Он мне товар, я деньги, и с этой выручкой ему будут платить зарплату. В взрослом мире все понятно. Если я начинаю помимо воли вести себя как ребенок, я начну заигрывать с продавцом. Ой, здравствуйте. Ой, а вы не могли бы, вы такая уставшая, вы, наверное, много работали. Ой, чего вы не улыбаетесь? Я начинаю вот такую игру, начинаю сценарий. И продавец, отвечающий мне взаимностью, вызывает у меня приятное ощущение, вызываю у него приятное ощущение. И мы с ним входим вот в такое вот временное слияние, где разыгрываем сценарий друг друга. Люди мне говорят: так что мне по-хамски говорить? Не по-хамски, а достаточно доброжелательно. Потому что с продавцом вот это вот заигрывание, вот это вот плетение каких-то странных отношений, это не энергозатратно. Но вы можете попасть в бессознательное создание таких отношений с теми людьми, с которыми по факту-то вам не очень интересно. И потом вы сами не понимаете, чего-то уже 2 часа сижу и разговариваю. И тогда ваша жизнь уходит непонятно куда, и вы уже не хозяин, вы уже робот, выполняющий какую-то странную программу. Итак, когда появляется второй человек, которого нам надо охмурить, мы начинаем себя вести из скафандра. Когда мы говорим про режим выживания, многие себя представляют как маленького щеночка, выброшенного на улицу, которому негде спать и негде есть. Но режим выживания, он не только это, потому что самое лучшее пространство для выживания – это пространство, где я имею полную власть. То есть, когда я порабощаю всех людей в этой комнате, я создаю наиболее оптимальное пространство для своего выживания. Они будут вести так, как надо мне. И когда мы говорим про выживание, давайте не забывать про желание доминировать, желание подчинять других, желание, чтобы они делали так, как надо мне. Это будет оптимально. И поэтому, когда нам хочется понравиться, там есть желание захватить какую-то власть. То есть фактически мы становимся опять ребенком, который зависит от того, как к нему относится другой человек. И чем больше власти будет над этим человеком, тем я с помощью него удовлетворю больше своих желаний. Часто люди манипулируют, тратят
громадное количество энергии заигрывает, охмуряет с людьми, которые так им это дадут. Или же люди тратят много энергии с теми людьми, которые, вот, например, как я, как профессионал, для меня это мое чувство собственного достоинства работать профессионально, эффективно и качественно на сессиях. Мне не надо для этого не хмурять, не соблазнять, не пытаться понравиться мне. Это мой выбор работать профессионально. И другой человек, охмуряющий психоаналитик, не заставит его быть более профессиональным. Психоаналитик или профессионал, или не профессионал. А нравитесь ему или не нравитесь, он себя больше не выжмет, чем в нем это есть. Итак, фактически страх перед значимым человеком появляется тогда, когда нам хочется, чтобы он нас усыновил. Стал нам родной матерью, которая будет давать все желаемое. И вот этот скафандр, это ложное «я», которое нам спускает инструкцию от высшей инстанции, как правильно себя вести, проецируется, но когда мы говорим проецировать, это не весьма точно. То есть я вот этот скафандр ставлю между мной и другим человеком как посредником. То есть теперь ты будешь мне говорить, что надо делать, чтобы я получил желаемое. Теперь от тебя зависит получение моего желаемого. Теперь ты говоришь мне инструкции, выполняя которые я получу желаемое. То есть человек помимо собственной воли уходит на выстраивание общения с другим, как с родителем, от которого теперь все зависит. И у другого нет возможности относиться к этому человеку, самому выбрать, как мне относиться. Потому что этот человек, который назначил другого значимым, будет чутко реагировать и прям требовать, чтобы другой улыбался, доброжелательно относился, всегда, когда надо, отвечал, всегда, когда надо, был рядом и так далее, и так далее. То есть важно понимать, что это не невинный режим назначения другого значимым. Это режим, в котором над другим человеком нам необходимо получить власть, чтобы принудить его дать мне желаемое. То есть другой становится грудью с молоком, и мне молоко это надо. И я думаю, как мне исхитриться так, чтобы человек нацедил мне этого молока. Это отношение к другому не как к взрослому, а именно как к груди, как к частичному объекту, как к функции, у которой есть желаемое для меня. Итак, вот этот страх, он появляется именно в этот момент. То есть между мной и другим появляется посредник. Я общаюсь не напрямую с человеком, а общаюсь через свое ложное «я». То есть я другого не вижу напрямую, а он становится вершителем моей судьбы, неким потенциальным взрослым, за счет которого я могу улучшить качество своей жизни. И это отношение не на равных, а это отношение всегда кто-то выше, кто-то ниже. То есть, если вы рядом с другим человеком ощущаете себя меньше, это говорит о том, что вы уже поставили посредник свое ложное «я». И ощущаете себя голеньким. Вот это ощущение маленький и голенький. Такой маленький, голенький, беззащитный. Это говорит о том, что вы добровольно, бессознательно сделали его своим ложным «я», которое теперь говорит инструкции, которые теперь решают, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. То есть от другого человека, простите, это не зависит. Да, в людей, которые ведут себя авторитарно, высокомерно, легче отправить свое ложное «я». Несомненно, они прям просят: давай мне свое ложное я буду главным в наших отношениях. Но только вы можете это сделать. Другой человек не может вас принудить к этому. Вы сами добровольно становитесь ребенком и отдаете власть над собой. Но напомню, это не невинное отдавание власти, а это с целью быть усыновленным и чтобы ты дал то, что мне надо. Например, не злился на меня, это тоже дал то, что мне надо. Или же относился ко мне как к особенному, это тоже то, что мне надо. Или же поставил меня на какое-то привилегированное положение, это тоже то, что мне надо. То есть все получают напрямую, а я хочу быть особенным для тебя.
То есть это такой захват власти. То есть маленькой я становлюсь не просто так, а с вполне понятной для себя целью. Вполне по понятному собственному хочу. Или же наоборот, вы рядом с другими людьми вдруг себя чувствуете большими. Вот многие идут в психологи, психотерапевты, психоаналитики для того, чтобы чувствовать себя большим и быть тем, кто говорит, что надо делать. На начальном этапе такое нормально, но потом надо от этого избавляться. Если вы себя чувствуете большим рядом с клиентом, это говорит о том, что вы претендуете на роль его ложного «я», которое будет говорить, что делать. И поэтому, как вы уже поняли, ответ на вопрос, что делать, нельзя давать ни в коем случае. Иначе будет вот этот сценарий. Вы будете его разыгрывать. Итак, дамы и господа, вот эта вот запертость внутри, я маленькая улитка, которая не растет, а я все время шлифую свое ложное я. Вот многие учатся, чтобы шлифовать ложное я. То есть вот этот вот росточек, он и остается таким маленьким и не зеленым, бледным. А ложное раскачивается еще больше, больше. Человек сыпет терминами, человек уличает других в том, что они неправы. А по факту жизнь человека не меняется. То есть надо смотреть на реальную жизнь. Что происходит дальше? Итак, вот это общение не на равных, оно, из него ничего хорошего не выйдет. В конечном итоге оно приведет к какому-то краху. Потому что человеку маленьким, слабым и описанным чувствовать себя не хочется. И в какой-то момент он устанет от отдавания этой власти, и по-другому выйти из этих отношений, чем обесценить, устроить протест, устроить бунт, он не может. То есть он какое-то время отдает власть, если другой ею пользуется, то ждите, что этот человек через некоторое время вас обесценит, потому что он устал от своей малости рядом с вами. От своей малости рядом с вами. Когда другой человек, вот я постоянно это встречаю на сессиях, поставил посредника свое ложное я, то все, что вы говорите, будет звучать как в трубу. Мегафон, по-моему, называется, такой громкоговоритель, когда прикладывают к рту и говорят: «Ты сегодня пришел!» И он все слышит через такую трубу, через рупор, все усилено то, что вы говорите. И то, что вы говорите, проходя через посредника, будет искажаться. То есть человек напрямую вас не слышит. Я, например, говорю: «Вы сейчас загрустили?» А человек это слышит: «Ты сейчас загрустил, ты делаешь неправильно, тебе нельзя грустить». Как я понимаю, что он меня так услышал? Он начинает оправдываться. «Ну, извините, вот я могу загрустить, но я же имею на это право». То есть человек оправдывается, говорит о том, что он уже говорит не с вами. То есть оправдательный тон – это всегда сообщающий нам фактор о том, что уже начались разыгрываться отношения вот в таком формате. Через посредника, через ложное «я». И фактически такой человек страдает, потому что он может быть или так, или же вот таким вот маленьким, слабеньким, голеньким, рядом с возвышающимся над ним другим. Или же он сам возвышающийся другой над маленьким, голеньким. То есть это все время примитивно, если мы назовем, игра в детей-родителей. На самом деле здесь гораздо больше смысла, чем просто игра, кто ребенок, кто родитель. Нам важно понять, что пока человек сидит в этом скафандре, отношения возможны только такие. Других не будет. Наравне не будет. Особенно с близкими людьми. Если человек хочет власти над всем миром, хочет всем понравиться, то весь мир для него становится мучителем. И тогда он начинает проецировать свое ложное «я» даже в прохожих. То есть люди идут, и я уже завишу от них, как они на меня посмотрят. Или же я пришла выступать, и весь зал уже становится моим мучителем. Я на весь зал проецирую свое ложное «я». Я хочу над всеми ими захватить власть. Я хочу их поработить, чтобы они все хлопали, улыбались. Это весьма энергозатратно, и можно себя довести так до паранойи, когда ты вообще не можешь общаться с людьми, вообще не можешь выходить из дома. И чем у тебя больше тенденция проецировать свое ложное «я», то есть назначать другого значимым,
тем больше у тебя страха будет перед миром, перед другими людьми. Теперь что делать? Я вам говорила, что не отвечайте на вопрос, что делать, но как выходить из этой халепы, скажем так. Во-первых, необходимо понять, когда вы входите в этот режим. Когда люди становятся маленькими, глупенькими и голенькими, они еще как-то это замечают за собой. Но когда они становятся большими, нависающими, говорящими, что делать, это их не беспокоит. Они себя в этом состоянии чувствуют нормально. И получается, что необходимо отказаться от этого состояния. Лучше знающего, проповедующего, такого доминирующего, такого спасателя, родителя, заботящегося или наказующего. То есть от себя голенького и слабенького легко отказаться, потому что он никчемный. Но это следствие. Это то, что от вас остается, когда из вас выходит ваше ложное «я». От вас остается маленький голенький, потому что вы лишились своего привычного скафандра, в котором вы до этого живете себе и живете, и не замечаете. То есть нам необходимо изменение мировоззрения. Нам в целом необходимо понять вот это свое состояние. То есть погруженность в ложное «я», в котором мы руководствуемся инструкциями. Мы не можем жить в текущем моменте. Когда я говорю ложное «я», я не говорю, что оно плохое, неправильное, его надо убить. Я говорю, что оно не актуализировано. Оно не может быть здесь и сейчас, оно не может спонтанно, быстро анализировать ситуацию и принимать наиболее оптимальные здравомыслящие решения. Это вечная сверка с тем, что делать. То есть человек не хочет понимать, а человек постоянно хочет пользоваться инструкцией. Потому что когда человек учится понимать, он сталкивается с тем, что он ничего не знает. Фактически ему надо учиться ходить, учиться опираться на себя. Но это сложный путь. Но впереди свобода, самостоятельность, развитие индивидуальности и ваш творческий рост с ростом заработка. Поэтому страх перед рядом значимыми людьми возникает именно из-за вот таких взаимоотношений с собой. Буду завершать. Интересная тема, можно долго про нее рассказывать, но буду завершать. У нас есть формат этих роликов. Напоминаю, что завтра у нас начинается школа человечности. Будет такой амбициозный для меня курс «Философия, психология и теология». Мы будем рассматривать с помощью философского мышления эмоциональные процессы в психике, и эти эмоциональные процессы взаимосвязаны с добродетелями и пороками из христианства. Вот так. Так что к нам еще можно успеть. Напишите, пожалуйста, в комментариях под роликах, как выглядит ваш режим избавления от скафандра и отдавания его другому человеку, который автоматически именно поэтому становится значимым. И вы будете писать, вы будете выводить сознание у себя, и другие люди будут читать эти комментарии и больше понимать про себя. Будем помогать друг другу, будем становиться учителями друг другу. До встречи.